Река жизни вынесла Павла Владыкина на новый поворот. Из совхоза в Мылге он отправился в поселок Теньку. Путь проходил крутыми перевалами, после которых разительно менялся и окружающий ландшафт, и сама планировка редко встречающихся селений. Долины, по которым змеились неширокие речушки, показались Павлу пошире, дороги попрямее, тайга погуще. Да и сам народ пошел не в пример приисковым, добродушнее и отзывчивее. Вдоль дороги заманчиво раскинулись брусничные ковры, обрамленные темно-зелеными кустами стланника-кедрача. Стаи воробьев, кокетливые сойки и шумные кедровки сопровождали путника до самого Усть-Амчуга, центра горного управления. Население тут едва ли набралось бы с 500 человек, и это не считая несколько десятков озорных детишек, копошащихся в уютных уголках поселковой улицы. Павлу сразу приглянулся этот поселок, раскинувший свои домики вдоль неширокой речки Детрин. В управлении молоденький кадровик, годков на 5 постарше самого Павла, сунул ему направление в самый отдаленный прииск Пионер и поторопился усадить в машину. Еще несколько суток по дневному зною и ночному холоду добирался Павел до назначенного места, где на машине, где на тракторе, а то и пешком. Ну вот, перед ним выросли 2 палатки с неграмотной надписью «Прииск Пионер». В одной доверху навалили инструмента, во второй стоял канцелярский стол и широкий дощатый настил, застланный тюфяками. Вот и вся обстановка. И без расспросов Павел догадался, что жизнь тут только начинается с нуля, с колышков. Павел предъявил свое направление. Начальник недоуменно повертел его в руках и предложил место нормировщика. Дело оказалось для Павла совсем незнакомым, и он взмолился, чтобы его отпустили обратно. Случилась оказия. В Усть-Амчуг уходил трактор, так что вскоре Павел предстал перед очами того же кадровичка. Тот лишь покачал головой, загадочно поулыбался и направил молодого человека в геолого-разведочное управление, расположенное на трассе вдоль берега реки Иганджа. Не в пример палаточному начальству здесь Павла приняли радушно. Он оказался среди образованных людей, геологов, геофизиков, землеустроителей, тех первопроходцев, которые, не страшась суровых условий, отвоевывали у безлюдного края очаги для новой жизни. Павла поручили старому опытному землеустроителю. Работали тут сплошь вольнонаемные, почти незнакомые с тюремными и лагерными укладами, столь опостылевшими страдальцу Павлу. Общение с этими людьми, разговоры в длительных переходах по таежным тропам постепенно отогрели сердце молодого человека. Он по-новому стал приглядываться к окружающей природе, потрясенной ее красотою, мысленно благодарил Бога за устройство этого мира. «Как прекрасен сотворенный тобою мир!» — восклицал Павел, и надолго уходил в себя, прислушиваясь к голосу Всевышнего. В один из таких чистых солнечных дней начальник разведки собрал всех перед конторой. Лицо его озаботилось страшным сообщением. Только что немецкие войска без объявления войны напали на нашу страну. Всех нас ожидают большие трудности. От нас страна требует удвоенных и утроенных усилий в изыскании новых месторождений олова, золота и других драгоценных металлов. Все отпуска и поездки на материк отменяются. Все снабжение берется под строгий контроль. Многие пали духом, у каждого на материке семья. Между тем радио доносило все новые и новые известия о продвижении неприятельских войск, и, услышав название того или иного населенного пункта, нет-нет, да и вскрикивали изыскатели. Значит, в тех местах остались родные. А в самый разгар зимы их забросили в глухую тайгу, где предполагались перспективные участки. Тут люди оказались и вовсе отрезанными от мира. Якутские яранги, где они остановились, не имели ни радио, ни газет. Весьма споро соорудили нехитрые помещения для складов, конюшни, жилья. Разведчиков забросили еще глубже, в самую глухомань, и подкинули им лагерников, питавшихся из арестантского котелка. Называлось местечко Муанджей. Располагалась она в узкой и довольно мрачной долине, но уже по предварительным данным тут сулили неисчислимые запасы оловянной руды. Развернулись работы по подготовке к эксплуатации месторождения. Павел Владыкин разместился в полуразрушенном бараке, сохранившемся еще с давних времен, когда через эти места проходили этапы на рудники Бутытичак, Вакханка, Ветреный. Путь арестантов от Атки через Малтан, Ударный, Муянджи, Халаткан, Солнечное озеро, Армань и Бахапчу был отмечен многочисленными могилами, а то и простыми зарубками на стволах, свидетельствующие о том, что здесь покоится тело усопшего страдальца.
Натыкаясь на такие зарубки, отмечая позеленевший от плесени брошенный ботинок или ржавую консервную банку, Павел невольно задерживал шаг. Может, это принадлежало кому-то из моих братьев. Особенно поражало его солнечное озеро, менявшее свою окраску в зависимости от времени дня, становясь то розовым, то багрово-красным. Один из таких походов привел Павла к маленькой курной избушке. Внутри пахло сеном, на столе запах сухарей, крупа и соль, в коптилке масло. Тот, кто посещал избушку последним, нарубил дровишек и припас бересту с огнивом. Павел от души порадовался такому обычаю. Запасы решил не трогать, а вот огонек развел, поставил свой чайник и только тогда огляделся как следует. Все стены оказались испещренными надписями. Имена, фамилия, наказы. Павел присмотрелся. «Предай Господу путь твой, и он совершит». Ж. Комаров. Сердце затрепетало от волнения. Несколько раз перечитал знакомое по Библии выражение. Где нынче тот безвестный, кто оставил эту надпись? Жив ли или покоится где-то? Живым утешением послужили для Павла эти слова: «Предай Господу путь твой, и он совершит». Летом Павел соорудил землянку в ней, поселился сам и двое землемеров. Занимались контролем работ на шурфах, проводили съемку разведочных линий. Раз в месяц вьючные лошади доставляли продукты, с ними же приходили распоряжения начальства, с ними же отправляли в управление нужные документы. И никаких новостей от родных. Да и остались ли в живых они? Порой Павел, как, впрочем, и остальные, приходил в отчаяние. Более 5 лет как прервалась связь с родными. Мир казался ему холодным и одиноким. В конце лета с очередным транспортом прибыл новый начальник партии Бубликов Александр Лазаревич. Выпускник Межевого института, отработавший много лет топографом в средней полосе России, оставивший на материке жену с 2 детишками. Бубликов попал в эти суровые края для освоения новых месторождений. Павлу он показался простым и доступным. Между ними завязалась беседа. Слышав рассказ о жизни в России и о мытарствах бедного христианина, Бубликов проникся уважением к Павлу, а узнав о его одиночестве, как-то сразу предложил: «Быть такого и не может, что все вымерли. Кто-нибудь да остался. Ну-ка, припоминай адрес и давай телеграмму. С первым же транспортом и отправим». Павел написал на адрес тетки: «Тетя Поля, сообщите, жив ли кто из наших и где живут. Владыкин». А в душе шевельнулось сомнение: все равно бесполезно. Кому я нужен? Между тем Павел набирался опыта, ему присвоили 2-й разряд техника. С начальником сложились дружеские сердечные отношения. Тут и весточка подоспела: все живы и здоровы, живут на старом месте. Поясни, кто Владыкин. Не может быть, чтобы фраза «все живы и здоровы» относились к моим домашним, недоумевал Павел. Почти 6 лет, как я считаю мать и бабушку умершими, и по прежним письмам и пересказам земляков. Написать, что ли? Не откладывая дело, сел за письмо. «Тетя Поля, телеграмму я получил, но не понял, так кто же живы из наших? Еще в 1937 году я получил письмо от матери, она умирала, за нее писала другая. Может, все и живы, я рад, но что с ребятами, где они? Прошу разъяснить подробнее. Если ребята живы, я им высылаю 700 рублей. Уведомите о получении. Еще вы спрашиваете в телеграмме, кто такой Владыкин. Да кто ж может быть? Это я, Павел. Если сможете, напишите ответ, разъясните». Павел вложил деньги в конверт и отдал сопровождающему транспорт. А Бубликову посетовал: «Не пойму я, в чем тут дело. Письма не доходят, что ли?» «А ты думал?» — вскинул начальник. «Вот когда я плыл сюда на пароходе, то слышал, что бывают случаи, выбрасывают тюки с письмами прямо в реку. Вот и так могло случиться, мать писала тебе, а вода все унесла. Бывает. Теперь же у тебя есть зацепка на материке. Эх ты, не заставь я тебя тогда дать телеграмму, вот и сидел бы поныне в неведении». Пришла пора нервничать и Бубликову. Враг подошел к Сталинграду, а там вся его семья. Письма оттуда переполняла тревога. Бубликов стал проситься добровольцем на фронт, но в кадрах ему объяснили, что забронированных не берут. «Ох-охо», — вздыхал Бубликов, рассказывая новости. «А тут еще приказ все работы завершить до конца месяца и перебраться в Усть-Амчук. Не знаю, совладеем ли с таким объемом работ». «А как же я?» — затаив дыхание, спросил Павел. «А тебе в кадрах хорошее мнение, нас обоих зачислили в штат». Для Владыкина это оказалось такой же радостью, как если бы ему, скажем, разрешили выезд на материк. Давнишняя мечта работать в управлении, повышать свою квалификацию начинала исполняться. В октябре покинули землянку. Путь их лежал через Солнечное озеро.
Павел привел своего спутника в знакомую избушку. Остатки тепла говорили, что в ней совсем недавно побывали люди. Павел поднес коптилку к стене, надеясь вновь увидеть знакомую надпись. Увы, чья-то дерзкая рука начисто стерла едва заметные буквы. Павел нашарил огрызок карандаша и четким чертежным почерком восстановил надпись: «Предай Господу путь твой, и он совершит». Наспех перекусив оставшейся от неизвестных постояльцев ухой, они уснули. Утром пополнили запасы, сложили у печки вязанку дровишек. Павел еще раз полюбовался своей каллиграфией. О, сколько лишних усилий вынужден затрачивать человек, не желающий предать свой путь Господу. В результате пустых брожений гибнет жизнь такого человека, ступившего на путь ложных исканий. Господи, воззвал в молитве Павел, помоги мне обрести заметенный жизненной бурей потерянный твой след. Оттолкнувшись от свежего наста, Павел легко заскользил на лыжах вслед за обозом. Усть-Амчук встретил разведчиков земных недр приветливо. Место отвели в теплом бараке, рядом поместились товарищи Павла. Рабочее место в многолюдной комнате оказалось удобным, сотрудники оказывали всяческую помощь. Одним словом, стал Павел выбиваться в люди. Ему охотно помогали, труд оценивали по достоинству. В общении установилась дружеская атмосфера, в которой то потрунивали над стыдливым холостяком, то замиранием сердца выслушивали рассказы о тяжелой лагерной жизни. Шла война. Печальные вести докатывались сюда с опозданием, и тогда весь отдел сочувственно утешал тех, кто терял на войне родных и близких. Реже случались посылки с материка, так что жить приходилось впроголодь. Уже перед самым новым 43-м годом в отделе появился новый сотрудник. Изможденное лицо и потрепанная одежда красноречиво свидетельствовали о тех местах, откуда он прибыл. Назвался он Евгением Михайловичем. В делах оказался спор, в обращении любезен. Годами почти что сверстник Владыкину. При очередном разборе поступившей почты Павлу, как обычно, ничего не поступило. Он тяжело вздохнул, и в это время окликнули новичка. «Комаров, кто тут Евгений Михайлович?» Целая пачка писем оказалась в руках бывшего лагерника. «С самого Бутычага ходят за вами», — пояснила почтальонша. Услышав фамилию Комарова, Павел тут же вспомнил подпись в избушке. Не тот ли он самый Комаров, оставивший такую обнадеживающую надпись: «Предай Господу путь твой, и он совершит». Надо бы подойти, познакомиться, но... «А ты ждешь?» — окликнул его Бубликов. «И тебе есть кое-что, зайди в контору». У Павла ёкнуло сердце. В самом ли деле так? Наспех накинув пальтишко, Павел подался в контору. Точно, там его ждало письмо. Павлу Петровичу Владыкину. Почерк материнский, не может быть. Павел поспешно вскрыл конверт. «Сыночек мой родной, прости меня. Как получил от тебя письмо, так плачу не перестаю. Вот в слезах и Полюшка прибежала, вся трясется. Луша говорит, не как Панька наш пропащий нашелся. Вот и денег прислал, 700 рублей. Я не поверила. Бабка тоже волосы на себе рвет. Да не Петька ли это, говорит. Если ты в самом деле Павел, сыночек, опиши в следующем письме приметы на голове. А ребятки все живы, все адресок требуют, а я оставляю тебя с Богом. Мать». Трясущимися руками Павел окунул ручку в чернила, описал всю свою многострадальную жизнь, не забыл и про приметы. Спрашивал, что с отцом, вложил еще деньги, просил не медлить с ответом. А ответ и в самом деле не заставил себя долго ждать. «Сыночек ты мой милый, ненаглядный». Павел вздрогнул от слов и от прощального гудка, с каким отваливал пароход, который привез почту. Сердце так и прыгает в груди. Неужто ты жив, мой горемычный? Как глупая, бегаю по всем соседям с твоим письмом. Все диву даются, верующие зашевелились. Все мы с нетерпением ждем тебя. Ребята целые, пакет тебе изготовили. Бабку в починке отвезли. Больно голодно-то у нас. Уж она-то молилась перед иконами, уж так благодарила Бога. Знать, 1000 поклонов перед Иверской отбила. Мы-то хоть немного ожили. Про отца сообщили, что умер. Да я не верю. Господь с тобою, сынок. Ждем тебя с нетерпением. Твоя мама». С волнением вскрыл Павел и пакет от ребятни. Из него выскользнули фотографии. Впервые за 6 лет на Павла взглянули родные лица.
В отделе, куда волей судьбы попали Комаров и Владыкин, трудились в основном пожилые изыскатели, немало повидавшие на своем веку. Суровые северные условия сплотили их в одну крепкую дружную семью, в которой каждый готов был пойти на уступки друг другу. В основном все были женатыми, супруги трудились тут же бок о бок со своими мужьями. Теплая радушная атмосфера, царившая в отделе, понемногу растапливала сердечный холодок Комарова и замкнутость его характера. За короткое время он сблизился со многими сотрудниками, лишь один продолжал оставаться для него загадкой. Строгий профиль его неизменно внушал Комарову чувство уважения, любезное отношение к труженикам, говорило о внутреннем благородстве. Высокая стройная фигура, казалось бы, напрочь отметала всякие мысли о перенесенных тяготах, хотя глубоко врезавшиеся морщины на лице говорили как раз об обратном. В разговоре он был скромен, в обращении прост, тактично выслушивавший все замечания, но не проявлял признаков нетерпения. Хорошо владел собою, был душою общества и вместе с тем не сливался с ним, не растворялся среди балагуров. Еще Комаров заметил, что привлекающий его внимание сотрудник ищет уединения и частенько подолгу просиживает на берегу реки. Ценили его и как специалиста. Конечно же, речь идет о Павле Владыкине. И вот, перезнакомившись со всем отделом, Женя Комаров решился заговорить с ним. Кажется, только мы с вами и остались незнакомыми, с улыбкой присел Женя рядом со столом Владыкина. Между тем, у меня большое желание подружиться с вами. Меня зовут Женя, Комаров я, но можно просто Женя. Я из Ташкента, баптист. А вы случайно не из верующих? Да, я тоже христианин-баптист, и зовут меня Павел Владыкин. Женя просиял. О, тогда вы уж точно знаете Тимошенко. Забыл имя, отчество. Я вам напомню, Михаил Данилович. Знаю не только его, но и его жизнь, и даже кончину отца его, служителя общины баптистов. От всего сердца приветствую вас, дорогой брат. Не мешкая, молодые люди заключили друг друга в объятия. Как хорошо, что ты подошел, сияя лицом, Павел с удовольствием разглядывал нашедшегося брата. Да-да, как радостно встретить в этих местах христианина. И чудно. Перебивая и дополняя друг друга, молодые люди уединились. А ведь я задумался еще с той избушки, что у Солнечного озера, радостно сообщил Павел. Как так? Да вот же, там я и увидел стих: "Предай Господу путь твой, и он совершит". И твоя подпись. Слова эти, как ангел-хранитель, утешали меня и берегли в минуты отчаяния. Потом кто-то соскоблил эти слова. Я восстановил их и подумал: дай Бог, чтобы еще кто-то осчастливился этим напоминанием. А как ты оказался на озере? Женя опечалился лицом. Это целая история, которую я бы назвал путем долины смертной жизни. Солнечное озеро единственное светлое пятно во всей цепи моих страданий. И Женя изложил историю своей жизни. По мере того, как в рассказе мелькали знакомые названия: Малта, Ударный, Армань, Холодкан и другие пункты, через которые прошел Павел, воспоминания застилали глаза слезами. Голова у слушателя склонялась все ниже и ниже. В таком состоянии и застал их начальник отдела. А вы заговорились, мягко упрекнул он молодых людей. Перерыв на обед давно закончился. Простите, мы задержались, но жизнь наша только начинается. Ведь мы и не люди были вовсе, а так, смертники. Можно сказать, оба из могилы выкарабкались, чтобы встретиться здесь. Начальник отдела внимательно оглядел их, переводя взгляд с одного на другого. Да уж не братья ли вы? Точно, что братья, да еще какие. До глубокой ночи сидели на берегу реки молодые люди, гонимые за веру, поверяя друг другу историю пройденных путей. Первый раз я встретил человека, чей образ давно был моей путеводной звездочкой в этом мире, признался Женя. Теперь я вижу, что обрел наконец душу и того, кого смело могу назвать своим другом. Давай обнимемся. Они крепко расцеловались. Женя смахнул слезу. 5 лет тому назад я свободно, с чистой совестью стал называть христиан своими братьями и сестрами. Палящий зной пережитых мною ужасов иссушил мой молитвенный источник. Если что-то и осталось во мне, то так самая малость, заиленный родничок. Помоги же мне теперь восстановить духовное в моей жизни, брат. Может, кто и постыдится назвать нас своими братьями, но там ташкентские, ленинградские или московские христиане, может быть, мы во многом и недостойны такого высокого имени. Может, и не похожи мы на них, но тебя с чистой совестью называю братом. Мы равно достойны друг друга. Насчет твоего же источника скажу так:
тот, кто оказался другом самаритянки, расчистит тину и в наших родниках. Верь, потекут еще из них реки живой воды и обнимут нас, как родных, твои ташкентские и другие братья. Давай же на этом месте преклоним колени и скажем Господу всего несколько слов. Боже, будь милостив к нам, грешников. Аминь. Аминь, эхом отозвался Павел. Скоро все в отделе стали замечать искреннюю привязанность друг к другу молодых людей. Работа у них спорилась. Женю перевели в картографы. Нарадоваться на них не могли ни старые, ни молодые. Павел же все больше проникался братским расположением к рассудительному и добродушному ташкентцу. Нередко между ними случались беседы на религиозные темы, и оба к вящему удовольствию находили в этом наслаждение. Однажды Женя столкнулся со своим другом прямо у входа в клуб. Только что кончилась демонстрация картины. Женя удивился. Вот уж не знал, что ты позволяешь себе подобные развлечения. Сегодня, например, шел фильм, содержание которого весьма близко напоминает историю, рассказанную в Священном Писании. Имена, события, персонажи, изречения. И вот я хотел узнать твое мнение на этот счет. Что если бы показывали фильмы христианского содержания, повысилась бы нравственность у нынешней молодежи? Да и люди среднего возраста нагляднее представляли бы себе эпоху библейских и евангельских времен. Как ты думаешь? Женя молчал. Тогда Павел стал развивать свою мысль. Вот посмотри, как у католиков и православных обставлены богослужения. Это же церемония. Картинно, красочно, просто театр. В каком бы состоянии ни вошел в храм прихожанин, он невольно оказывается втянутым в литургию, оказывается под влиянием религиозной обстановки. Он забывает в церкви мирскую суету. Может, и нам не следует столь яростно отвергать кино. Ведь у нас в домах разрешено много картин евангельского содержания, есть и изображение самого Христа Спасителя. Женя наконец собрался с мыслями, заговорил с волнением. Павел, на первый взгляд получается, что все именно так. Чудесно увидеть учеников Спасителя, увидеть и его самого, творящего чудеса, молящегося в Гефсимании, умирающего на кресте. Многие так и делают, наглядно представляют себе и нам картины из евангельской жизни. Но скажи, делает ли это католика или православного новой тварью? Ведь созерцая эти и подобные им картины, в лучшем случае, они остаются благочестивыми прихожанами. Переселилось ли у кого-нибудь из них распятие Христа со стены в сердце? Уверен, что идея изобразить Бога в 3 ипостасях, пришедшая в голову отцам католической и православной церквей, по сути была самой доброй и направлена на то, чтобы с помощью этих изображений помочь прихожанину отчетливо представить себе личность Бога. Но это закрывает путь человеку к внутреннему духовному созерцанию, которое открывается ему Духом Святым через веру. Ты ведь и сам убедился, что из себя представляет глубокорелигиозный человек без Духа Святого в сердце. Будто два разных человека предстают перед нами. Один обставленный библейскими изображениями, и другой возрожденный христианин, в сердце которого поселился Христос, живущий без всяких изображений. Да и дьяволу выгодно, чтобы человек помещал Христа в передний угол дома или храма, носил его на золотой цепочке на груди, но не в самом сердце, не в жизни. В чем же тут секрет? Почему несовместимо истинному христианину поклоняться изображению Бога или же самому Богу, но в истине и духе? Потому что поклонение живому Богу постигается и осуществляется живою верою, а поклонение изображению Бога осуществляется человеческим разумом и порождается только суеверием. Пока православный или католик не примет изображение в сердце как святыню, он и поклоняться ему не будет. Объявив святынею, они отдают ему сердце свое. Ревность же Божия не позволяет поклоняться ничему одухотворенному или неодухотворенному, даже ангелу Божию, носящему в себе образ Бога живого. Любой же предмет, живой или мертвый, которому мы отдаем свое сердце, называется идолом. Теперь ты понимаешь, в чем опасность, если мы ведем систему нашего служения и жизни кинофильмы библейского содержания. В самое короткое время они подменят Библию. Христианин, в особенности молодой, вскоре охотнее просидит 2 часа в кинозале, чем за чтением Библии 1 час. Затем уж как следствие наши дети отдадут фильму 4 часа вместо 2-часового собрания. И получится так, что игра артиста в фильме вытеснит и подменит дыхание Духа Божьего в святом богослужении, а это и есть духовный блуд, идолопоклонство. Кроме того, не забывай и библейского примера медного змея.
Как легко народ Божий перешел от взгляда живого к идолопоклонству и суеверию. Они же вскоре стали поклоняться ему, обожествлять самого змея. Так точно произойдет и с кино. Ты меня понял? Павел с восхищением выслушал Комарова. Я рад, что все понимаю точно так же, как ты. Пришлось Жене открыть рот от удивления. Зачем же испытываешь меня? Не суди слишком строго. Радостно на душе, когда видишь единомышленника. Ведь эти истины надобно нести в народ, но прежде следует убедиться, не являются ли они только нашим личным мнением. Нет, брат мой, об этом давным-давно уже говорили старцы. К весне в отделе заторопились с выездом на полевые работы. Владыкина определили помощником к опытному инженеру и направили в тот район, где находился прииск Пионер. А Комарова, учитывая состояние его здоровья, оставили пока в отделе. Расставаясь, друзья условились переписываться. На прииске произошли разительные перемены. Прежде пустынная дорога была отлично наезжена. Повсюду высились отвалы отработанного грунта, прибавилось народу, выросли поселки. По приезде Павел получил приглашение к бывшему начальнику на ужин. Случай для этого представился самый благоприятный. Отмечали рождение сына. За ужином Павел узнал и о своем назначении. Ему предстояло заняться устройством временного летнего лагеря для изыскателей. Более 3 недель хлопотал Павел на новом месте, тревожась из-за отсутствия писем от Жени, но вскоре обнаружилась причина такого молчания. Комаров сам попросился на тот же прииск и вскоре попал в объятия своего друга. Минуло лето, предзимние хлопоты принесли с собою и неожиданные неприятности. Возвратившиеся с полевых работ изыскатели, в основном бывшие заключенные, обнаружили, что квартиры заняты вольнонаемными. Те же считали бывших лагерников как бы людьми второго сорта и не спешили восстанавливать справедливость. Вспыхнули скандалы, пришлось вмешаться властям. Нашим друзьям едва-едва удалось добиться места в общежитии. Но уж когда бросили свои нехитрые пожитки на койку, порадовались сердечно. Они снова вместе. Вместе же стали делить радости и невзгоды. Одно сильно удручало братьев – оскудение духовной жизни. Почему медлил Господь? Почему не спешил посетить их? Эти вопросы волновали изрядно. Тем временем в поселке обнаружился еще один брат, тоже из бывших зэков, белорус Михаил Михайлович Горелов. Нельзя было утверждать, что духовное состояние нового знакомца находилось на подъеме. Чаще всего он и ограничивался воспоминаниями, но тут к нему явились знакомые из верующих, и уже появилась надежда на живое общение между собой. Как-то братья решили отметить на лоне природы наступивший праздник Пасхи, развели костерок, пустились в воспоминания. В этот день бывало мы собирались с семьями, детки читали стихи, заговорил Женя. Кто-то доставал Библию. У кого-то, может, и сейчас соберутся, затасковал Михаил Михайлович. А вот моя семья пропала без вести. Немец угнал к себе, ни слуху, ни духу. Может, и они собираются сейчас на чужбине, если только живы. И у меня не слаще, вздохнул пожилой коренастый мужчина с сидеющей бородой. Да и мое положение тяжелое, добавил молодой брат, приглашенный белорусом. Соседская девочка написала еще в начале войны, что бомба упала прямо на дом. Кто ж там уцелеет? Грустные воспоминания никак не способствовали светлому праздничному дню. Все точно ожидали чего-то. Женя пошевелил догорающий костер, взял головешку. У каждого скорби. Собрались мы сюда и подобно вот этому костру догораем сами по себе, как головни. Для наших родных и близких мы заживо погребенные. Но ведь жив Искупитель наш, и сегодня весь мир отмечает чудесное воскресенье. Так давайте же и мы не будем падать духом, возьмем за образец поведения нашего Спасителя, когда он пробуждал и спасал, миловал и поддерживал. Споемте известный нам гимн «Страшно бушует житейское море». Братья встали и сначала не впопад, а потом все слаженнее запели «Страшно бушует житейское море». Женя призвал к молитве. Голос его, прерываемый рыданиями, звонко звучал среди весенней листвы.
Боже, будь милостив к нам грешным, будь милостив к братьям моим, ведь ты знаешь, из какого ада мы вышли, и ты знаешь, что там томятся еще тысячи и тысячи наших братьев и сестер. Знаешь, что ищут нашей погибели, и только ты один можешь поднять и ободрить нас. Мы просим тебя, пошли же нам ангела, как посылал в Вифезду, или приди к нам и подними нас. Аминь. Аминь, громко и дружно поддержали его братья. Давайте же по-братски поцелуем друг друга и поздравим с праздником Пасхи. Христос воскрес! Воистину воскрес! Недавно я сочинил стихотворение, придумал и мотив. Я вам спою, как сумею, не в защите. Птички Божьи, домой собирайтесь, вам к отлету настала пора. С перышек грязь очищайте, чтобы легче лететь в небеса. А теперь припев. Нам домой в небеса, ведь там родина наша с вами, друзья. С перышек грязь очищайте, чтобы легче лететь в небеса. Несомненно, братья искренне ждали духовного пробуждения, которое, как надеялись они, должно посетить и их после общения и молитвенных славословий. Уверенность в этом не покидала братьев и при разлуке. Тут нашим молодым людям приспела пора потрудиться в разных концах суровой колымской земли. Уже не наладилась почтовая переписка с домом. 7-й год тосковали в разлуке с любимым мужем и отцом, сыном и дорогим братом родные Комарова. С христианским постоянством описывала жизненные перипетии Лида. Письма накапливались в находке, приходили пачками. Разлука истомила их. Дочка росла, совершенно не зная отца. Лида сообщала о той постоянной скорби, которая поселилась в сердцах семей, кормильцы которых были осуждены неправедным судом. Навещала со словами ободрения Полю Баратову, семью Феофановых, Сапожникова. Радовалась, что имена их с благоговением хранятся среди Божьего народа. Чувствуя расположение начальства, Комаров обратился с прошением на вызов своей семьи. Бумаги имели долгое хождение, даже в Москве побывали, и весточка пришла отрадная. Разрешение дадут непременно, вот только уточнятся сроки. Что и говорить, радостная весть, а Женя лишился покоя. Ох уж эти бюрократические фразы, как уточнятся сроки. Но, может быть, тот пасхальный костер воистину стал началом пробуждения. Может, теперь-то и ждать толчка, который положит начало новой жизни. Рассуждая так о результатах своего прошения, Женя вдвоем с рабочим карабкался по крутым прижимам. Тропа извилисто велась, причудливо повторяя русло реки. Казалось бы, вот-вот и конец этому испытанию, так нет же. За поворотом их ждала новая неожиданность – крутой обрыв. Рабочий испуганно кинулся назад. Женя, почувствовав, как грунт уходит из-под ног, попытался ухватиться за скальный выступ, и отчасти это ему удалось. Вот только бы чуть-чуть силёнок побольше, а где их взять-то, с голодухи-то? Женя рухнул вниз. Очнулся от того, что его тормошили за плечо. «Комаров! Комаров! Жив ли?» Женя открыл глаза, над ним склонились товарищи. Испугавшийся рабочий все же нашел в себе остатки совести, сбегал за подмогой, и пока добрались в обход до места падения Жени, прошло не менее часа. Спасло от верной гибели Женю то, что упал на отмель, покрытую небольшим слоем воды. Песок смягчил удар, а малая глубина не дала утонуть. Соорудили конные носилки. Пока везли в больницу, Женя еще несколько раз терял сознание. Владыкин попал в пойму знаменитой реки Армань, богатой дичью. До паводка работали на объектах, спешили наверстать время, упущенное, как не раз бывало, в разлив воды. Ледоход начался утром. Павел выскочил из палатки, заслышав звуки, напоминающие орудийные залпы. Лед ломался оглушительно, вода чернела между громоздкими льдинами, тайга замирала в предчувствии весны. Господи, как бы я хотел, чтобы с пробуждением весны настало и мое духовное пробуждение, тихо прошептал он, наблюдая за грандиозной картиной весеннего ледохода. В работе наступил краткий перерыв, но Павел не проводил его праздно. Надо было подготовить документацию, обработать собранные данные. Работал один, товарищи увлеклись охотой, и в палатке только и слышно было негромкое пение, которым ободрял себя молодой человек.
неожиданно всплыли мысли о Кате. Почти 10 лет прошло с той поры, как они расстались. Душа истомилась по ласке, любовному взгляду, нежным словам. К прошлому возврата нет, конечно, как утверждал поэт, но ведь и будущее неопределенно. Не видно даже туманного контура. А что если? Так пришло решение сделать запрос на имя начальника милиции о судьбе Кати. Набросал текст телеграммы. Прошу сообщить о судьбе Рылеевой Екатерины и ее семье. Магадан, Усть-Амчук, полевая партия, Владыкин. Перечитал и ощутил в душе целую бурю чувств. Стыд и легкомыслие, надежда и отчаяние — все перемешалось, все вопило и предупреждало. Не заигрывай ты с огнем, попалит ведь, забудь. А как же? Рванул бумажку на клочки, швырнул в реку. Внутренний голос не успокаивался. Как же так? Разве можно таким способом бороться с искушением? Ведь того, что не разорвал в сердце, на бумаге не порвешь. Почему это я не порвал в сердце своем? И порвал, и схоронил. Годами жил свободно, а теперь... А то ты не знаешь, что когда умирает духовное, оживает плотское. Вот оно тебе и стучится в сердце. Павел наблюдал, как стремительная черная дымящаяся вода уносит к морю мощные плиты сломанного льда. Ах, если б так и меня очистила вода очищения, поводок воспоминаний, покаяние, образ отца с матерью, арест, следователь, тюрьма, ее обитатели, дед Архип и Марья, журчащий поток возле первой фаланги, Зинаида Каплина. А над всем витал образ милой Кати, смуглый овал лица проступал сквозь освобожденные воды, взаимное признание, их решение. Даже ту самую лужу вспоминал, вокруг которой обвел ее. А что, если это настоящая любовь? Павел заметил клочок, оставшийся от телеграммы. Зацепившись за куст, он трепетно шелестел под ветром. Павел решительно сдернул его с ветки, вернулся в палатку и восстановил текст телеграммы. Запечатал в конверт с твердым решением отправить по адресу. Тут послышался шум подъехавшей машины. Через минуту в палатку вошел начальник отдела. Николай Сергеевич присел на койку. В гости к вам, Павел Петрович. Ну и с вестями, конечно. Он передал Павлу письмо от матери, объемистый пакет от Жени, рассказал о несчастье, которое случилось с Комаровым, но тут же добавил, что семье его разрешили приезд на Колыму. Вот вы с Комаровым верующие люди, за что вас и уважаю. Сам я из православных, верю в Бога, храню непреклонно, не так, как некоторые наши. Отец мой увлекался церковной живописью. Его дар, несколько полотен, пейзажи в основном, хранятся в музеях страны. Скончался он еще до революции, а нам успел привить любовь к русскому искусству, религиозным традициям. Ты помнишь, я говорил тебе о годах учебы в Межевом институте? Тогда я охотно читал Библию, некоторые главы даже по нескольку раз. Потом изучал труды Дарвина, признаюсь, мутило от них. Я, Павел, так рассуждаю. Если в человеке собрано все, что мы видим в окружающем его мире живых организмов, то невольно придешь к выводу: человек есть продукт эволюционного развития. Те же глаза, уши, ноги, руки, лапы мы находим у всех животных. Но как можно согласиться, что животные, обезьяны там или коровы, лошади, так эволюционизировали, что в результате получился человек, царь природы? Да ведь без управления даже простой аппендицит вырезать невозможно. И вот я думаю, да, скорее всего, именно по образу человека были созданы животные, а не наоборот. Почему это появление видов должно идти от низших к высшему? Разве среда, в которой жил человек, не способна, при определенном допуске, конечно, что и она обладает даром творческого акта, не способна взять от человека соответствующие органы и создать новые виды? Давай потолкуем об этом, Павел Петрович. Вот вы человек верующий, осторожно начал Павел, боясь как бы неосторожным словом не ранить собеседника. И даже Библию читали, а вместе с тем впадаете в ошибку. От нее и наши заблуждения. Не человек собрал в себе разнообразие животных организмов, и не животные, претерпевая эволюционные изменения, превратились в человека. Сказал же Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествует он над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися на земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил. Загляните в Бытие, глава 1, стихи 26 и 27. Когда Бог все это сотворил, мы не видели. Нас отделяет от этого великого акта тысячелетия. А вот то, что человек владычествует над всем животным миром, то тут мы к сказанному в Библии должны добавить непременное аминь.
Библия не отрицает возможные изменения, которые вы называете эволюционными. Да, для них находится место на земле. Да, человек обрастал львиными волосами, как Навуходоносор, и питался травой, как животные. Ослица отважилась удержать пророка Валаама, но и то, и другое было невозможно без того, кто сотворил их. Действительно, мало мы доверяем Библии, а ведь все великое просто и доступно даже ребенку. Начальник отдела не стал далее развивать тему. Тепло посмотрел на Павла, захватил письма и отправился на объекты. А Павел долго еще не находил себе места и более всего размышлял над тем, что ему удалось несколькими словами восстановить веру в Священное Писание. Откуда взялись слова? Куда девалось былое смущение? Выходит, Бог не оставил его. Павел вспомнил гимн, который часто напевал отец. Было время, я ликуя шел на Божьи дела. Говорил я: все могу, предо мной падет скала. Господи, горячо молился Павел, доколе буду изнывать в таком унижении? Спаси и вытащи меня из топи моего уныния, ведь я погибаю, и враг души моей глумится надо мной. Подними и поставь меня перед лицом твоим. Доколе я буду сетовать, как сетовали евреи у Черного моря? Вложи в мою руку потерянный жезл упования на тебя, чтобы я, простерши его, мог уверенно идти вперед по дну моей бездны. Женя кратко упомянул о своем несчастье, больше внимания уделяя наступающему пробуждению. Довольно нам, Павел, лежать на истрепанной подстилке, как расслабленному у овечьих ворот, и ждать возмущения воды, как сказано об этом у Иоанна в 5 главе. Пора нам, услышав зов Спасителя, довериться и встать, если мы действительно хотим быть здоровыми. И это письмо поселило уверенность в душе Павла. Скоро наступят перемены. Не желая расставаться с настроением, охватившим его, он направился к речке. По дороге вполголоса пропел свои любимые песни, как тропинкою лесною, не тоскуй ты, душа дорогая, страшно бушует житейское море, отраду небесную для сердца. А придя на место с чувством, в полный голос запел любимую отцовскую: безутешный и унылый я упал на берегу, беден я, во мне нет силы, ничего я не могу. Что-то стронулось в душе у Павла. Вернулся, самым подробным образом описал свои переживания за последнее время. Упомянул и о беседе с начальником отдела, не преминув выразить и свое удивление по поводу защиты Священного Писания, истин библейских. Такое же письмо отправил и домой.